Кунчулия Марьям, я студентка первого курса Киево-Могилянской академии, и сейчас я буду рассказывать про школьное самоуправление в разных странах мира. Начать я хотела бы с того, чтобы обратиться к людям, которые скептически к этому относятся и считают, что самоуправление — это достаточно скучная тема, никогда не повлияет на их жизнь. Это не так. Я считаю, что самоуправление — это есть основой построения демократического общества и основой того, чтобы вырастить такого гражданина ответственного и решительного в нашем обществе. Мне посчастливилось, и у меня был опыт самоуправления в разных школах мира. Я была по обмену в американской обычной государственной школе и была по обмену в частной британской школе. Также я была старостой с 5 класса здесь, в Украине, поэтому могу сравнить систему самоуправления и вместе с вами решить, какая является самой эффективной и практичной. На самом деле, я хотела бы начать с того, что ближе всего нам, это наша родная украинская система самоуправления. Здесь нужно не так много рассказывать, потому что система является достаточно легкой. Класс с 6 класса одноклассники выбирают себе старосту. И староста является главным помощником классного руководителя. И основными функциями старосты являются, первое, рассказать своим одноклассникам о изменениях расписания и о главных событиях в школе. Второе — это составление графика дежурств и контроль за дежурными. И последняя функция — это вести журнал отсутствующих. К сожалению, мой опыт показал, что в основном ученики считают, что у старосты есть только вот эти 3 механических функции, и больше он ничем не должен заниматься. И это есть большая проблема для нас, потому что у старосты на самом деле намного больше обязательств и прав, чем эти 3 таких сухие и неинтересные функции. Прежде всего нужно сказать, что старосты в Украине недостаточно мотивированы, потому что они не понимают, сколько контроля в принципе в их руках находится. Они должны быть более осведомлены о том, что они могут изменить качество и школьную жизнь в лучшее русло. Активность и энтузиазм старост есть основой, которая может в принципе повлиять на школьную жизнь и улучшить ее. Но проблема в том, что никто не мотивирует старост в наших школах и никто не рассказывает им о их главной функции. И здесь я бы хотела провести параллель с американскими и британскими школами, потому что там эта система намного лучше работает в плане того, что мотивация самоуправления есть главной, не то чтобы проблемой, но главной функцией школы. Начнем с того, что в Америке нет старост как таковых, там выбирают Student Council, это такая студрада, можно сказать, в которой могут принимать участие абсолютно все желающие. Как это работает? Раз в неделю студсовет назначает себе время, допустим, вторник в 7 часов или 8 часов утра, и их собрание длится час. Все эти учащиеся работают над проблемами школы, то есть они решают, что есть хорошо, что есть плохо и что можно сделать для того, чтобы это изменить. Также они работают над организацией всяких событий, организацией выборов президента школы, также они проводят ярмарки, устраивают благотворительные фонды, и это все держится действительно на них. Они, конечно же, получают помощь учителей, директора, но основная функция работы и организации все-таки на студсовете. Также член студсовета, который уже находится в старших классах, может принять участие в кампании стать президентом школы. И для того, чтобы стать президентом школы, нужно действительно постараться и показать всей школе, что ты сделал что-то очень важное, что ее изменило, улучшило, и что даст им повод голосовать именно за тебя. Когда они начинают свою избирательную комиссию, проводится очень много интересных для школы событий, благотворительные ярмарки, разные концерты, и это действительно делает жизнь в школе намного более интересной и яркой. Это будет хорошей мотивацией школьникам действительно взять управление в свои руки и показать, что они могут сделать что-то, что сделает мир вокруг их лучше.
Британская же система не очень сильно отличается от американской системы школьного самоуправления. То есть здесь тоже есть такой орган, который называется студсовет. Туда избираются ученики каждого класса, и они представляют свой класс раз в неделю, на каждом собрании во вторник. На этих собраниях ученики обсуждают совершенно разные проблемы, то есть от того, что какому-то пятикласснику там попала муха в его школьный обед, до того, что нужно переизбирать президента школы. И когда это происходит такой брейншторм, все записывают проблемы и действия на доске и обсуждают, что можно сделать для того, чтобы что-то изменить. До того, как эти люди начинают свою работу, они проходят еще мини-тренинги, которые им организовывает школа. Эти тренинги на самом деле очень сильно помогают, потому что они обучают тебя и очень хорошо мотивируют. Они рассказывают тебе о твоих функциях, они рассказывают, что в твоих руках действительно жизнь школы, и что ты можешь что-то изменить, сделать ее лучше и сделать приятно не только себе, но и окружающим. Таким образом, люди, которые появляются на этих собраниях, действительно очень с большим энтузиазмом подходят к своей работе и хотят, чтобы все было на высшем уровне. Они устраивают ассамблеи, которые происходят каждый понедельник, они устраивают концерты, они устраивают всякие разные там марафоны, благотворительные акции, они устраивают также выпускной и дискотеки во время года. Но в британских школах еще есть такая функция, как head boy и head girl. Это президент мальчик и президент девочка, которых выбирает вся школа. Они являются на самом верху иерархии, и в их обязанности входит контроль абсолютно всеми, кто является в ученической коллегии, а также prefects. Prefects — это такие люди, которые следят за дисциплиной в школе. У них свои дежурства, например, там возле столовой, библиотеки, и они следят за тем, чтобы была везде тишина, спокойствие, чтобы никто никого не бил, и чтобы в школе была хорошая атмосфера. Значит, что здесь нужно сказать? Что здесь можно провести параллель head boy, head girl с президентом в американской школе. Их главная функция — это контроль, но они на самом деле не так много всего исполняют, то есть это является лицом школы, имиджем школы. Американцы и британцы уже поняли, что те навыки, которые получает человек в органах самоуправления в школе, очень сильно помогают им в будущем, потому что то, что происходит в школе, это такая мини-модель того, что происходит в настоящей взрослой жизни. Если вам не очень повезло и система в вашей школе недостаточно активна, я предлагаю вам взять контроль над ситуацией в свои руки. Первое и самое главное — не теряйте свой энтузиазм, это является самым главным фактором для того, чтобы изменить ситуацию. Просто подойдите к своему классному руководителю, заучу, подойдите к старостам других классов и предложите организовать собрание на регулярной основе, в то время, когда вам всем удобно. Нужно найти руководителя, который сможет курировать вашим процессом на этих собраниях. И главное — это, конечно же, приобщать других. Вы должны помогать другим людям также принимать важные решения. Напоследок я бы хотела сказать, что очень важно давать фидбэк того, что вы делаете. Нужно показать, что те собрания, на которые вы приходите, дают какой-то результат. Здесь есть уйма разных вариантов. Вы можете выбрать представителя вашей команды, который сможет регулярно посещать классы и вкратце рассказывать о том, что вы делаете и что вы уже сделали. Также вы можете сделать школьную рассылку и всем отправлять имейлы о том, каких изменений вы уже достигли. А также вы можете просто создать какую-нибудь группу ВКонтакте или на Фейсбуке. И хотелось бы процитировать Ганди, который сказал, что если мы хотим изменить мир, мы должны изменить себя. Поэтому я бы хотела, чтобы каждый из нас, который хочет изменить мир вокруг нас, начал с себя. Не бойтесь принимать решения, не бойтесь брать инициативу в свои руки, и как результат вы сможете изменить не только себя, но и мир вокруг вас.